В этом году компания LEGO выпустила 6 различных адвент-календарей, среди которых календарь из серии «Звездные войны» является самым большим по количеству деталей. Их число составляет 368 элементов. Все эти элементы уложены в 24 разных окошка, которые сейчас вместе с вами мы и откроем. Как и в каждом календаре, здесь имеется игровое поле, которое в скором времени заполнится всеми включенными в календарь постройками. Что ж, приступим. В первом окошке нам попался корабль X-Wing, получивший свое название из-за расположения его крыльев. Как и любая модель из адвент-календаря, он выполнен с использованием минимального количества деталей, но как микромодель вполне узнаваем и подойдет для игры. Второе окошко подарило нам одну из 6 фигурок. Это принцесса Лея. Мне нравится ее праздничный синий свитер, на котором изображены ключевые объекты битвы на планете Хот. С обратной стороны даже можно обнаружить Тантана. Данный торс сделал эту фигурку уникальной, но несмотря на это, мы отставляем ее в сторону и смотрим, что нас ждет дальше. В третьем окошке нашлись детали для сборки еще одного классического корабля. Это Сith-истребитель. Всего парочка деталей и популярный истребитель Империи готов. Причем мне нравится его цветовая схема, которая отсылает к самому первому Sith-истребителю, созданного компанией LEGO. Постройка, разумеется, очень простая, но вполне себе сносная, под стать имеющемуся X-Wing. Давайте открывать дальше. В четвертом окошке нашлась еще одна фигурка. Это супер боевой дроид, который в этом году получил обновленный дизайн. Для календаря это просто отличная фигурка, учитывая тот факт, что она встречалась лишь в одном наборе. Это, кстати, касается вообще всех фигурок этого календаря. И забегая вперед, скажу, что моя любимая фигурка находится в 10-м окошке, поэтому не останавливаемся и открываем дальше. В пятом окошке попался шагоход AT-AT, который стал популярен благодаря битве на планете Хот. Минус этой модели только в том, что его ноги не могут быть согнуты, в остальном очень забавная постройка. Переходим дальше. В окошке номер 6 попались детали для сборки истребителя под названием Y-Wing. Этот корабль легко узнаваем благодаря своей необычной форме и своей бело-желтой цветовой схеме, и он также является одним из классических кораблей вселенной «Звездные войны». Под номером 7 попалась вот такая забавная штука, и думаю, не каждый поймет, что это такое. Вы могли ее встретить, играя в видеоигру LEGO Звездные войны, и скажу вам, что в свое время я за ними изрядно побегал, поэтому встретить ее в реальном мире, а не виртуальном, очень забавно. В окошке номер 8 попалась парусная баржа Джаббы, которая, по моему мнению, выполнена на отлично. Ее пропорции, цвет и паруса переданы очень точно, мне нравится. Давайте откроем следующее окошко. Под номером 9 спряталась очередная классика. Это Сокол Тысячелетия. Данный корабль знают многие, причем не только фанаты фильма. И даже в таком масштабе модель смотрится хорошо и весьма узнаваемо. И теперь то самое мое любимое 10-е окошко. В нем попадается фигурка Асоки Тано, бывшего подавана Энакина Скайуокера. Эта фигурка является моей любимой в этом календаре, хотя бы потому, что она с ног до головы покрыта высококачественными принтами и тоже встречалась лишь однажды. Конкуренцию ей может составить лишь фигурка из окошка номер 20, поэтому двигаемся дальше. В 11-м окошке попался корабль, который я даже сразу не узнал, пока не собрал его целиком. Это Винатор, республиканский штурмовой крейсер. Он уже появлялся в календаре 2016 года и вернулся к нам в новом обновленном дизайне. Пускай постоит немного в сторонке, а мы открываем следующее окошко. Номер 12. Тут попался шаттл Императора Палпатина. Его крылья могут опускаться вверх и вниз, а маленький тайл на его вершине ловко имитирует еще одно вспомогательное крыло, которое свойственно этой модели. В окошке номер 13 встретился шаттл джедаев модели T6. Мне он кажется менее интересным по сравнению с предыдущими кораблями, даже несмотря на его узнаваемые черты. А вот в окошке номер 14 попался мандалорский боевой корабль, который нравится мне еще меньше. Он какой-то слишком угловатый и квадратный, и как по мне, оригинальный корабль узнается тут с трудом. Пусть постоит в сторонке.
Окошко номер 15 скрывает от нас фигурку солдата-клона, и судя по синим акцентам на его броне, это солдат из 501-го легиона. Под шлемом он имеет нейтральное выражение лица, свойственное для всех клонов. Номер 16. Тут нам попалась модель корабля под названием «Призрак». Ну, что тут скажешь, очередной шедевр минимализма, который напоминает тот самый корабль из сериала «Звездные войны. Повстанцы». Под номером 17 попалась фигурка Люка в нарядном свитере, и чтоб немного себя развлечь, я решил начать собирать его прямо в пакете. На деле это оказалось не так уж и просто, но у меня получилось. Давайте его достанем и взглянем на него поближе. Мне нравятся рисунки на его свитере, которые отсылают к планете Татуин, планете, на которой вырос Люк. А также классно, что одна из рук выполнена в черном цвете, имитируя перчатку, надетую поверх киберпротеза. Этот торс, как и торс Леи, является уникальным. Переходим к следующему номеру. В окошке номер 18 встретилась модель корабля под названием U-Wing. Этот корабль был разработан для фильма «Изгой 1» и по сей день в адвент-календарях замечен не был. Окошко номер 19. Тут попались детали для сборки истребителя Йоды. Истребитель такой же маленький, как и сам Йода, и мне нравится небольшая синяя деталь, которая изображает R2-D2. В окошке номер 20 попалась классная фигурка императорского гвардейца. Данные персонажи встречались в сериале «Мандалорец», где оказывали поддержку Моффу Гидеону. Под шлемом фигурка не имеет абсолютно никаких принтов, так как лица этих персонажей ни разу не были показаны в фильме. В 21 окошке нас встретил замок Дарта Вейдера, который расположен на планете Мустафар. Постройка небольшая, и обидно, что с обратной стороны она имеет незавершенный вид. У нас осталось всего 3 окошка, поэтому давайте их быстрее откроем. Под номером 22 попались детали для сборки знаменитого корабля под названием Razor Crest. Данным кораблем управляет знаменитый мандалорец по имени Дин Джарин, который приобрел свою популярность благодаря сериалу «Мандалорец». Сериал действительно интересный, и если не смотрели, то рекомендую. В окошке 23 попался наземный спидер Люка Скайуокера, и самым классным элементом этой постройки для меня являются микромодели самого Люка и C-3PO, которые выполнены всего из 2 элементов каждый. Смотрится минималистично и забавно. Ну и наконец, последнее окошко под номером 24. Тут, к моему удивлению, попалась модель корабля под названием Огненный Ястреб, который встречался в анимационном сериале «Приключения молодых джедаев». Этот корабль относительно новый, поэтому его модель появлялась в наборах Лего лишь один раз. Теперь давайте расставим все постройки на игровом поле и взглянем на них еще раз. По моему мнению, этот календарь действительно удался. Множество милых построек, которые охватывают как классические фильмы, так и современные сериалы и мультфильмы. Хотя вся ценность, как всегда, представлена фигурками. И хочу еще раз напомнить, что до выпуска этого календаря они встречались лишь один раз. Поэтому это хороший способ получить 6 классных фигурок одним махом. Подписывайся на канал и следи за новинками Лего вместе с нами. На этом все. Всем пока!